У нас тут запуск трансляции. Так, снова здравствуйте. Так, чайник мы берем сюда, чтобы он нам не мешался. Так. Как это? Как это? Так. Всем здрасте, кто пришел. Еще никто не пришел. Еще нет никто. Нет никого. Сегодня вообще суббота. А вообще сегодня суббота. Так, открываем. А вообще сегодня... Так, звук сюда. Ага, замечательно. Так. Всем шаббат шалом. Да. Салам алейкум. И снова здравствуйте. Собственно, так. Ой. Что-то опять я сегодня весь на бегу. Весь бегом. Только успел, значит, прибежать. Так, сообщения. Почему интересные? Не интересные, а чат. Видны все сообщения. Так, видно, слышно. Замечательно. Ой, что-то все такое кривое. А что такое кривое-то? Сейчас лучше? Вроде да. А то, блин, сижу как-то. Так, замечательно. Так, и что, о чем сегодня разговариваем? Да, о месте мужчины и роли женщины? Или о роли мужчины вместе с женщиной? Да. Почему-то, когда начинаешь говорить о роли мужчины, именно начинается месть женщины, да? Вот. Наверное, все-таки это все потому, что именно от женщины зависит психологическая атмосфера в семье, когда, как я уже говорил. Понимаете, мужик, это да, как говорится, мужик это большой ребенок. Вот. Все время ищет себе игрушку, находит. Все время ищет себе титьку. Вот, находит у жены. Вот, и так далее. Соответственно, с титькой он находит себе и в какой-то мере и мамку. Вот. Понимаете, и от этого никуда не деться. Ребенок растет, и ближе матери фактически у него никого нет. Пример, конечно, он берет с отца, но ближе матери никого нет. И как он привык чувствовать женщину, точно так и продолжает ее чувствовать и чувствовать свою жену. Вот. Вот таким вот образом. Никуда от этого не деться. Поэтому еще раз, дамы, если вы хотите, чтобы ваш муж был весел, добр, доволен, счастлив и так далее, это вы должны излучать именно добро, ласку, любовь и так далее. Именно к своему мужу. Если вы излучаете в его адрес как что-нибудь такое, какое обычно излучается в адрес нерадивого работника, таковым он, соответственно, и станет. Да. Так. Да, пирог это хорошо, но нам, я боюсь, не перепадет ни кусочка. Блин, когда уже вот эти вот технологии дойдут до того, чтобы, блин, можно было вот так в прямом эфире там по WhatsApp, Viber пересылать, значит, пирог, например. Вот. Я бы тоже с вами поделился чем-нибудь вкусным. В принципе, как минимум налить вкусный чай. А я могу. Так. И не только чай, но самое главное вкусный. Вот. Так, по программе дегельминтизация. Луковый отвар, да. Обязателен. Ну, очень желателен. Чем там заменить-то? Было бы чем заменить. Ну, так бы и сказал. Да нет, там, видите ли, дело в том, что
Там же написано, как эта самая луковая шелуха готовится. Вот. Фактически все это дело делается до исчезновения запаха. Вот. Поэтому там никаких проблем, в общем-то, не возникает. Именно луковая шелуха, не сам ведь лук. Там нет проблем. Разница воздействия на организм человека спиртовой и водной настойки перца. Еще раз. Перец это капсаицин в первую очередь. Капсаицин растворяется двумя растворителями. Спиртом и ацетоном. Все. Водой не растворяется. Вывод. Водный настой перца работает исключительно в кишечнике. Спиртовой настой перца работает в кровотоке. Verstanden? Вот. Никуда от этого не деться. Не, конечно, дистантно там определенным образом перец работает, но еще раз, если спиртовая настойка, она все-таки работает в том числе при сердечном приступе, например, да, и фактически ее бесполезно применять при кровотечении, вот, то как раз таки чай из перца красного, да, прекрасным образом останавливает кровотечение, в том числе внутреннее. Вот. То есть, например, когда при родах, так сказать, вот эти вот криворукие акушеры выдирают плаценту, обеспечивая кровотечение, да, самое лучшее это не тромбообразующие препараты, которые пытаются тут же вколоть, а самое лучшее это напоить чаем вот из этого самого красного жгучего перца, то есть кайенского, о котором я говорю. Вот. Вот и все. Так, для меня очень тяжело, слегка уловимый привкус и тошнит. Ну, я что могу сделать? Я говорю, чем? Замены, по большому счету, нет. Так, замены нет. Ну, либо это... Еще раз ко мне запишитесь на консультацию, да, там, по вот этим вот вопросам. Смотрим, что можно сделать. Есть одна настоечка нам. Но опять же настоечка. Так, можно ли восстановить органы ЖКТ, если не есть после 18, следующий прием пищи на следующий день в 11? Еще раз, надо понимать, от чего эти самые органы ЖКТ накрылись. Накрылись они явно не от еды. Они потому что для этой самой еды предназначены. Понимаете? Рыба не может утонуть. Что характерно. Потому что она для воды рождена. Органы желудочно-кишечного тракта, соответственно, приспособлены, предназначены для переваривания пищи. Накрываются они не от пищи. Накрываются они от тех паразитов, которые там живут. Поэтому, когда вы будете есть или вы вообще не будете есть, это абсолютно не принципиально. Вопрос, когда вы выведете глистов оттуда, вот тогда у вас восстановится все вот это хозяйство. Так. Ваше мнение о пользе синего йода. Синий йод бывает разный. Вас какой именно интересует? Есть синий йод, который делается на кисель фактически, да, значит, добавляется в кисель на крахмале, например, синий йод. Вот, там определенные соотношения идут, я сейчас не помню, не скажу. Вот у меня на сайте есть информация, как это все хозяйство делается, даже как это все научно называется. Придумано было давным-давно, в первую очередь этим хозяйством лечат дизентерию, вернее от дизентерии. Прекраснейшим образом работает. Вот, практически каждый год из Сочей приходят мне рассказы о том, как им вот это дело помогло. Вот, да. И, соответственно, другой синий йод, который юдинол. Вот, там, соответственно, поливиниловый спирт, например. И, соответственно, вот если первый йод, который на крахмале, его можно пить литрами,
то который на поливиниловом спирте литрами, блин, ребята, хрен попьешь. Вот. Потому что поджелудочную, надпочечники вы накроете очень быстро вот этим самым спиртом. Понимаете, ребятки? Так. Расскажите, пожалуйста, сколько дней вы голодали и курили ли вы во время голодания? Спасибо. Так, голодал я так, чтобы специально 2 недели на дистиллированной воде, строго по брегу. Было это летом, носился как лось. Вот, да, курил, собственно. Так, что вы думаете о вреде глютена? Ну, думай, не думай, но да, глютен это сволочь та еще, когда его много, блин, возникает такая хрень, как целиакия. Вот, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Вот. Поэтому, когда вегетарианцы, например, пихают этот глютен, то бишь пшеничный белок куда ни попади и говорят, что это вот колбаса теперь со вкусом мяса, не совсем понятно. А в чем здесь здоровый образ жизни-то проявляется? Так. Про кальций. Правда ли, что кальций без витамина D не усваивается и так далее? Так, смотрите. Еще раз. Кальций в чистом виде это фактически школьный мел. Понимаете? Вот. Или, например, вы берете кораллы и, значит, соответственно, вот эти кораллы перемалываете там мелко, да, и у вас, значит, вот кальций. Или вы ракушки берете, перемалываете, и у вас получаете кальций. Вот. Все. Это у вас кальций. Чистый кальций. По аналогии, точно так же, как, например, вы берете железо, напильник или надфиль, и вот этот вот гвоздь или рельсу строгаете напильником или надфилем. Получаете железные опилки. Железо у вас усвоится. Кальций у вас усвоится. Понимаете, любые микроэлементы, они усваиваются все нормально, полно они усваиваются, только в таком виде. Там должен получиться сэндвич из вот самого микроэлемента, да, соответственно, сверху соответствующая аминокислота, снизу соответствующий витамин. И если железо у нас усваивается с витамином С в первую очередь, а этот витамин С, блин, где только не присутствует, то кальций, соответственно, у нас усваивается в первую очередь, да, только с витамином D. Все. И это касается любых микроэлементов. Понимаете? Абсолютно любых. Для того, чтобы этот микроэлемент усвоился, вот, кишечная микрофлора делает из сопутствующих материалов вот такой вот сэндвич. Только после этого отправляется все это хозяйство в кровоток. Вот, и там, соответственно, уже по адресу. А иначе нет, бесполезно. Вот. Так что витамин D3. Вот, так, добрый вечер, да. Полезна ли медная вода из медного кувшина? Это вот все то же самое, там, с медными браслетами и так далее. Нет, значит, объясняю, откуда вот это все хозяйство пошло. Значит, делали таким образом. Значит, делали, например, медный кувшин раньше, да, с серебряным дном или с серебряным носиком. Или припаивали к дну, значит, там, серебряную пластинку, например. Вот. Именно все это хозяйство должно быть там приварено, припаяно. То есть должна образоваться гальваническая пара, медь и серебро. В этом случае вода в таком кувшине не портится. Имеется в виду, вода, значит, не та, что сейчас из-под крана или из бутылок, или та, которая из скважины, а та вода, которая раньше, соответственно, набиралась в открытых водоемах. Понимаете, да?
Вот эта вот гальваническая пара, она обеспечивала обеззараживание вот этой вот воды. Все, ребята. Именно отсюда пошли вот все вот эти рассказы, что серебро полезно, что значит медь полезна и так далее. По большому счету все. Вот. Медь как таковая, ну это, конечно, очень хорошо, но меди у нас хватает, в общем-то, дофига где, в каких продуктах. Вот. И меди, на самом деле, человеку надо не так много. У нас кровь на основе железа. Нам железа много надо. Вот это да, это факт. Вот. А много меди надо тем организмам, которые живут в условиях нехватки солнечного света, раз, нехватки кислорода, два, при этом при избыточном атмосферном давлении, три. У нас глубоководные существа, которые на нашей планете водятся в морях, они имеют синюю кровь как раз таки на основе меди. Понятно, да? Вот. И так как периодически рождаются люди не с гемоглобином, а цианоглобином, ой, с гемоцианином, вот, да, гемоцианином вместо гемоглобина, говорит о том, что где-то у них в родстве существа были с синей, собственно, кровью. Да. Вот. Так. Скажите насчет фитиновой кислоты, крупы, проростки. А что, собственно, там? Ну, крупы, ну, проростки. Так. Не совсем понял, в чем, собственно, вопрос и в чем, в общем-то, тревога. Так, на просторах Ютуба говорят, что если готовить на чугунной сковороде, то пища насыщается железом. Но я только что, в принципе, рассказал про гвоздь и надфиль. Так. Гвозди, мебель, окна, зачем нам вообще есть? Да, все правильно. Вот. Так, Белла, здравствуйте. Что вы скажете Q10? Что мне сказать про Q10? Да, хорошая штука, да, активатор хороший. Да, ускоряет процессы, но если у вас в организме нехватка этих самых строительных материалов, это будет все то же самое, что вы, значит, приехали на стройку, вот, бригада там строительная есть, в домино, значит, козла забивает, да, или в карты себе отдуются. Ну, потому что нет стройматериалов. А вы, значит, пришли и, соответственно, электрокнутом их там, электрошокером давай, значит, подгонять, чтобы они работали. И что? Дело пойдет? Нет. Почему? Материалов-то ведь нету. Вот. Вот здесь все то же самое. Ускорять это, конечно, хорошо, когда вы запитываете, кроме всего прочего, организм нормально усиленно. Вот. Это, понимаете, это ведь, ну, старая такая, собственно, методика, технология, которая применялась в деревнях, например, вот, которую применяли охотники, например, вот, которую применяли партизаны, например. Это если надо восстановить тяжело раненого товарища, то, причем быстро восстановить, то его, собственно, надо поить парной кровью. То есть отлавливается животина, вот, делается ей кровопускание, вот, и товарищ, соответственно, поется кровью. Лучше всего, говорят, охотники говорят, значит, что лучше всего медвежья кровь. Вот. Хуже всего подходит куриная кровь. Но когда деваться совсем некуда, блин, ну, куда деваться? Человек поется кровью, парной. Вот. В крайнем случае, значит, если не получается там с животинами совсем беда вокруг, ну, соответственно, значит, народ вокруг скидывается, грубо говоря, кто сколько может там, как те доноры по 400 миллилитров, но товарищ поется парной кровью свежей. Все. Очень хорошо, если, значит, будет спирт, чтобы кровь запивать. Вот. Иначе многих от этого выворачивает. Да. А кровь у нас, пожалуйста, все нужное, собственно, содержит. Да. Только животине-то можно артериальную пустить, а человеку, блин, только венозную. С человека можно венозную только, да? Вот. Так.
Что скажете о рецепте? 4 лимона, 4 головки чеснока, залить кипятком, 3 литра, пить по столовой ложке от глистов чистки крови. Спасибо за ответ. Так. 4 головки чеснока. 3 литра, блин, банка. А при чем здесь лимоны, ребят? Не, я все понимаю. Ну, чеснок, да. А лимоны-то здесь при чем? У меня вот есть вот эта вот информация, была, во всяком случае, в открытом доступе на тему, как готовить чеснок, когда ребенок болеет. Да. Соотношение чеснока воды там совсем другое. Ребят, это на сайте есть, пожалуйста, но эта информация платная. Здесь вот это вот хозяйство раскрывать я не буду. Но вот, это, блин, припарка. Особенно там на тему по столовой ложке, блин. Ну, да, конечно. Так, крупы есть можно или нет? Много мнений, типа замачивать или что хуже еще не есть. Не, ну почему крупы есть можно? Почему нельзя-то? Можно крупы есть. Главное, чтобы они у вас переваривались. Да, а там хоть вари, хоть не вари, но если перловки наелся, блин, или гороха там, да, сырого, хреново будет. Так, по поводу лецитина. Фосфолипиды хорошо, триметилоксид. Как быть, если так есть проблемы сердечно-сосудистой системы, лецитин тогда не использовать? Причем здесь лецитин и проблемы, значит, сердечно-сосудистой системы? Лецитин чистит очень хорошо печень. Печень хорошо чистит кровоток. Соответственно, чисто кровь чистит. Кровь чистит кровоток. Сердечно-сосудистые проблемы зачастую очень сильно связаны с наличием проблем именно в сосудистой системе с отложениями. Понимаете? Вот. Ну, поэтому лецитин хорошо всегда. Противопоказаний там нет. Потому что иначе придется сказать, что если у вас проблемы с сердцем, вам нельзя яйца. Или, значит, масла растительные. Ну, потому что из растительных масел организм тоже получает фосфолипиды. Ну. Так. Какой хлеб можно, если нельзя глютен? Да любой хлеб можно, только без фанатизма. Глютен отдельно не надо. Лучше всего берите в таком случае хлеб серый, например. Вот. Потому что там, во всяком случае, присутствует хотя бы ржаная мука, и там присутствует, во всяком случае, пшеничная мука второго сорта. Вот. На сегодняшний день, согласно отчетам нашей статистики, в России не выращивается зерно твердых сортов пшеницы и вообще высшего сорта. То есть на сегодняшний день в России выращивается пшеница исключительно фуражная, что характерно. Значит, одно из основных отличий пшеницы высшего сорта от фуражной наличие как раз таки вот этого самого глютена. Вот. Или по-другому клейковины. Вот. Соответственно, там, где твердые сорта, там, где высший сорт пшеницы, там клейковины очень много. Соответственно, для того, чтобы вот вы пошли в магазин и смогли купить муку высшего сорта, да, с определенным содержанием клейковины, эту самую клейковину туда добавляют отдельно, специально. По-иностранному глютен называется, по-нашему клейковина. Понятно, да? Вот. Все. Вот, чтобы вы почувствовали разницу. Ой, ребята, сейчас я вам давайте покажу. Стол подвину. Так. Вот я вам сейчас покажу совершенно наглядно. Смотрите. Вот макароны, да? Что это у нас? Бабочки, да? И вот у нас макароны, да? Вот тоже бабочки. Дело в том, что вот эти вот стоят в 2 раза дороже, чем вот эти вот. Для того, чтобы сварить вот эти макароны, требуется 15 минут, и потом они практически не разваливаются, они не превращаются в тесто. Вот эти вот, как обычно, варятся достаточно быстро. И если вы вдруг решили подержать их в бульоне, соответственно, они у вас превращаются в тесто к чертовой матери. Понятно, да? Вот.
Это о чем говорит? Причем и там написано, что это используется мука, там, блин, твердых сортов пшеницы и так далее. Это говорит о том, что в одних действительно мука высших сортов пшеницы используется, а в других макаронах только декларируется. На самом деле фигня там используется. Понятно, да? Вот. Поэтому как-то так, имейте вот это хозяйство в виду. Так. Знакомый употребляет косточки абрикоса, мол, в них есть витамин В17, мол, это помогает больным раком или помогает не заболеть раком. Что знаете об этом? Ой, ребят, честное слово, учите историю, блин, так хорошо ведь помогает. Был у нас некий император, блин, я вот тоже уже старый, забывать все начал, который постоянно жрал косточки от персиков и абрикосов. Вот, ну, в смысле ядышки. По одной простой причине. Там содержатся цианиды. Вот. В мизерных количествах, но тем не менее. Он сначала жрал их, жрал в большом количестве, потом начал просто жрать яды. Вот. Для того, чтобы его приучить организм и чтобы его не могли отравить. В результате, когда он решил травануться сам, у него ничего не получилось. И вот этот витамин В17 здесь совершенно ни при чем. Дело в том, что практически все лекарственные растения являются ядовитыми. Понимаете? А яд, это, как говорится, все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. И вот здесь, соответственно, точно так же, вот эти вот яды, они убивают всякую заразу, но не убивают нас. Понятно, да? Организм становится банально чище. И да, соответственно, риск заболеть всякой гадостью, он снижается. Реально. Так, в каких случаях полезны тыквенные семечки? Во всех. Ради бога, ешьте. Но в тех дозах, которые являются терапевтическими, при которых тыквенные семечки применяются, например, от ленточных глистов, вы их просто так съесть не сможете. Там придется запихивать ногами, блин, еще и сверху прыгать. Вот. Так. Несколько лет назад, когда была в Грузии, после еды в ресторане моча пахла аммиаком. Поняла, что это связано с грузинской едой. Ну, моча и так аммиаком пахнет. Можете объяснить, из чего была такая реакция? Спасибо. Блин, вот нифига себе. Нет, я, конечно, понимаю, что там, вы меня как-то любите, цените, уважаете, там, считаете меня кем-то. Но таких комплиментов я давно не получал. Честное слово, ну я же не настолько провидец, чтобы знать, что вы там ели, в каких количествах это было. Честное слово. Это же надо понять, а как вы до этого питались, да, чем, что вдруг было не так. Ну представьте, я завтра оказываюсь там в Тбилиси, в Кутаиси, вот там в Схалтуба, там в Хоне, там где-нибудь еще, неважно, в Гаграх. Вот. И, соответственно, иду в ресторан и там ем. Неважно, что лобио, значит, лавашом, потому что мне вилку не дадут, как положено. Вот. Или я, значит, там буду есть мясо с соусом и так далее. Ну, вряд ли что-то у меня произойдет с организмом, потому что я здесь все то же самое себе готовлю. Да. Так, пришли, здравствуйте все, да. Так, во всех крупах фитиновая кислота типа надо замочить в сортире. Так, или не есть. Да нет, дело-то в том, что, понимаете, ну есть эта фитиновая кислота, да и хрен с ним-то, собственно. Только что вот сказал, а в семечках, косточках там цианиды присутствуют. И что теперь? Понимаете, дело ведь не в том, что присутствует. Дело-то ведь все-таки в дозировке, в первую очередь. Да? Убивает-то все-таки дозировка. Вот. Все есть яд, все есть лекарство. Здесь все очень просто. Вы же это едите.
Понимаете? И вы это все хозяйство варите в первую очередь. Сколько у нас там соотношение крупы с водой? Один к 3, 1 к 2,5, да? Некоторые 1 к 4. Ну, объем увеличивается за счет того, что крупа воду в себя впитала, правильно? Но концентрация, соответственно, этой самой фитиновой кислоты уменьшается, правильно? Ну. А как вот это вот, чтобы замочить, это сколько надо мочить-то вот это вот, чтобы оттуда все это дело вымочить-то, ну. Ой, господи, а воль люди-то, блин, жить-то им, видимо, совсем скучно. Так, нужно ли удалять металлоконструкцию после сросшегося перелома шейки бедра? Значит, если не мешается, можно не удалять. По большому счету, если нет аллергических реакций, не мешается, то удалять как бы и смысла нет. При том, что удалять это, соответственно, снова операция, это снова наркоз, что уже само по себе не есть хорошо. Вот, это останутся определенные там дырки в костях, это опять, значит, оперативное вмешательство, это риск занести инфекцию лишний раз, и т.д. и т.п., блин. Короче, есть у инженеров такая поговорка: не мешай машине работать. Ясно? Вот, работает и замечательно. Так. Пишут на наших всех твердые сорта. Ну, блин, на заборе тоже пишут. Бабка ходила, проверяла, оказывается, обманули, там сучок был на самом деле. Вот, так. Моего ребенка в садике психолог спросил, кто у вас дома главный. Папа, ответила дочь, кто его назначил, мама. Ну, да, понимаете, на самом деле оно примерно так и происходит. Да, у женщины всегда энергетика выше. Поэтому женщина всегда может наплевать на мнение мужчины с этой точки зрения, да, с точки зрения энергетики, и пойти делать, что она хочет. Все. Сколько муж не будет пыжиться и пытаться излучать какое-то недовольство, жене будет по барабану. Потому что у нее энергетика сильнее, просто-напросто перешибает. Но когда наоборот, мужчина это, во-первых, всегда чувствует, вот, а женщина фонит всегда значительно сильнее, чем мужчина. Вот. Чтобы мужчина фонил, он должен очень сильно стараться, и он должен быть все-таки сенсом, чтобы уметь это делать и обладать достаточно сильной энергетикой и вообще там умениями определенными. Вот. Так. Оливковое, кокосовое масло — это маркетинг. Чем они полезны? Нам прям так нужны жарить на каком, кроме сала? Значит, кокосовое, во-первых, это маркетинг, да, потому что кокосовое масло наряду с пальмовым одно из самых дешевых масел, а его вам сейчас впаривают как... Вот. Понятно, да? А вот оливковое, да, нормальное, хорошее масло. Вот. Особенно если... Хотя сейчас пошла то его куча подделок, где оливковое смешано, блин, с чем ни попадя. Вот. С чем ни попадя. Поэтому смотрите там на ценник, чтобы это... Шибко-то дешево тоже не было. Да. Вот. Жарить, кроме сала, раньше был такой кулинарный жир. Перетопленный говяжий жир фактически. Изумительная штука. Так. Вы моложе стали выглядеть. Но это я всего лишь подстригся, что характерно, да, и подстриг бороду в том числе, всего-навсего. Вот, да, это я заметил. Стал выглядеть моложе. Классно же, да? Надо будет отрастить шевелюру побольше, вот, бороду побольше, соответственно, всем так запомнится. А потом как раз надо пуститься в бега. Сбрил все это хозяйство, и все, как кису Воробьянинова, никто не узнает. Так, серу, которую продают в ветеринарных аптеках, можно ли принимать людям?
А зачем? Ну, смысл? Пойдите в китайский ресторан. Вот. Это один из вариантов. И закажите себе гнилое тофу. Чуть-чуть. 50 грамм. Вам хватит на семью из 30 человек. Вот так. Этой серой. Вот. В крайнем случае, ну, сварите яйца, подержите их подольше, чтобы они стали. И вот когда они будут попахивать уже, вскрываешь, оно там пованивает. Вот, пожалуйста, вам ферментированная сера. Или рыбу точно так же. Купите свежую там и подержите. Как начнет пованивать, можно есть. То же самое. Ферментированная сера. Ради бога. Этой серы, блин, везде как это самое. Навалом. Ну, самое простое это дождаться весны. Свежие вот эти липкие еще, свеженькие березовые листочки. Вот там этой серы в них выше крыши. Ради бога. Вот. А так вот эту вот ветеринарную, ну, честно говоря, я не смотрел. Зачем? Этой серы вокруг масса. Так. Так. Трихомонада это анаэроб или аэроб? Трихомонада... Еще раз. Значит, трихомонаде вообще по барабану. Есть кислородная атмосфера, значит, нет кислородной атмосферы. Ей просто пофигу. Она и аэроб, и анаэроб. Понимаете? Когда вот чистый, значит, анаэроб, он погибает на воздухе, да, в кислородной атмосфере. Трихомонада живет на воздухе, значит, порядка 40 минут. Куда ее относить? Так, сделайте, пожалуйста, видео про вот эти вот цианиды, про косточки. Думаю, народу понравится. Так, что там рассказывать? Сколько я здесь рассказывал? 3,5 минуты? Ну, там примерно то же самое будет. Так, здравствуйте. Замучился стоматит. Я вам сочувствую. Так, насколько безопасно ежегодно проходить маммографию? Ну, там, в принципе, должны же УЗИ только делать. Вот, маммограмму-то делать на УЗИ. В принципе, если у вас есть муж, доверьте это хозяйство ему. Вот он должен почувствовать любые изменения, которые у вас произойдут. Вот. Либо самостоятельно вот это вот хозяйство. И можете наплевать на вот эти вот самые вот ежегодные, значит, маммографии. Так, учитывая, как это делается, блин, я вообще офигеваю, когда особенно, ну ладно, как женщины, когда там грудь там достаточно такая обвисшая, вот, удобно засовывать в этот маммограф, мать его. Но, блин, когда у женщины маленькая грудь, ей эту грудь там защемляют. Вот изначально любые травмирования, они ни к чему хорошему, блин. Травмирование железы, это молочная железа в первую очередь, это никогда ни к чему хорошему не ведет. Вот, поэтому пусть лучше муж шупает. Вот, да. Или назначьте кого-нибудь на эту должность. Так, можно ли повысить иммунитет с задержкой дыхания на выдохе? Ну, в принципе, если только как вариант выдохнул и больше уже не вдыхаешь. Мертвые не болеют. Собственно, все. Вот, так. Я не думаю, что глисты у вас от этого дыхания задохнутся. И поэтому помрут. Я не думаю, что трихомонада у вас от этого дыхания задохнется и помрет. Понимаете? Вот. Ну, смотрите, вот самое простое, да, вы дышите обычным образом, у вас определенное соотношение, значит, кислорода, условно, значит, и углекислого газа в кровотоке, да. Углекислый и угарный газ, который образуется у нас в процессе жизни,
он у нас либо выводится через легкие, либо, соответственно, утилизируется путем смешивания там же в легких с водяными парами, согласно школьному курсу химии. Превращается все это хозяйство в угольную кислоту. Угольная кислота, соответственно, используется уже там по назначению, из нее там куча еще кислот получается и так далее. Собственно, все. Поэтому, если у вас будет меньше кислорода, у вас начнется гипоксия и проблемы с мозгом, если длительное количество время. Но если у вас просто немножко станет больше углекислого газа в крови, то организм на всякий случай вот это хозяйство переведет в угольную кислоту. Всего-навсего. Понимаете? Почему человек угорает? Потому что и причем один угорает при одной концентрации, да, и одной длительности нахождения в атмосфере с угарным газом, а другой, значит, при другой длительности, другой концентрации. Потому что у всех разная способность организма вот эту самую, этот угарный газ утилизировать до угольной кислоты и потом утилизировать саму угольную кислоту. Все. Вот. Зачем? Опять же, это стресс-терапия, по большому счету. Зачем ставить организм на грань выживания? Так, мы делаем сало перетапливанием. Ну, замечательно. Так, цвет лица. Что цвет лица? Так, что Гудвай пишет, я нифига не понял. Переведите, плиз. Так, ваше мнение об АСД. Блин, уже рассказывал 33 раза. Честное слово, ребят. Терапевтический эффект не подтвержден. То есть, работает как попало. По какому принципу работает, по какому не работает, непонятно. Одни используют, им не помогает. Другие используют, им помогает. Понимаете? Вот. Это нестабильность определенная. Поэтому я его, например, никому не назначаю, не советую. Потому что это всегда трата времени, трата денег при отсутствии эффекта. Есть куча других вещей, которые значительно более эффективны. И все. Вот. Как образуется угарный газ в организме человека? Точно так же, как углекислый газ. Механизм абсолютно тот же самый. Так. Когда делают сцеживание, там же почти травмируют. Я про грудь. Ну, да. Когда у женщины нету мужа, блин, вот, или нет молокоотсоса, блин, там, да, занимаются вот такой вот ерундой. Вот. Но, в принципе, в течение первых 1,5 недель ребенок и мамкин организм должны сами отрегулировать вот это вот количество. У женщины не может вырабатываться молока больше, чем надо ребенку, понимаете? Меньше изначально может вырабатываться. Но ребенок, что называется, раскачивает вот это вот хозяйство, он сосет, он требует, и чем, соответственно, он больше сосет, тем, соответственно, больше молока организм должен вырабатывать. И, соответственно, наоборот, кстати говоря, когда в самом начале получается так, что вот ребенок покушал, да, он наелся. Вот. Особенно вот первые 1,5 недели, там, первые даже максимум 2 недели. Он наелся, молоко еще осталось. Если это молоко сцеживать, откачивать, организм будет понимать, что молока мало, и он будет еще его пытаться больше вырабатывать. Понимаете? Если у вас нет вот такого вот сильного там распирания там, и так далее, все это дело в течение вот 10 дней, это если это не ведет к каким-то болевым ощущениям и так далее, то организм просто перестает вырабатывать избыточное количество молока. Все, элементарно, Ватсон. Вот. Там же срабатывает простой механизм. Если молоко прибыло, его много, оно просто начинает стекать. И все, наружу. Вот. Ради бога, стекает. Ну ладно.
там подкладываете тряпочки, прокладочки и так далее. Вот. Но если сцеживать, еще раз, это вы даете сигнал организму, что молока мало. Понимаете? Вот. Титька, она же не понимает, у нее отдельно мозгов нету, она не понимает, что это не ребенок. Вот и все. Так. Так, добрый вечер, Василий Андреевич. Так, сочетание чая с молоком, любого чая, черного, зеленого, травяного, вредно для организма или нет? Молоко натурально. Да, в принципе, нет. Почему оно будет вредно? Не будет оно вредно. Так, в последнее время перестали приходить оповещения о стриме, хотя на канал давно подписано. Есть такая фигня, да, есть такая штука. Есть такая штука. Смотрите, проверьте заново подписку. Возможно, там пропала галочка вот эта вот с колокольчика там об оповещениях. Там колокольчик надо тыкнуть, чтобы были оповещения обо всем. Если это все есть, работает, значит отключите, потом включите заново. Вот. Или попробуйте там отписаться, потом подписаться заново и снова там тыкнуть этот колокольчик. Вот. Да, YouTube делает периодически такие вот гадости. Так, как вы относитесь к зеленому чаю? Ребят, еще раз, после того, как побывал в Китае и понял, что здесь такого в принципе не наливают и не продают, вот, что мы пили там, я понял, что, блин, вот эти все рассказы про зеленый чай, это где-то какое-то, ну, в смысле, обман. Понятно, да? Вот. Здесь я такого просто не нашел. А, соответственно, то, что продается здесь у нас, под видом китайский чай, там, зеленый, туда-сюда, там я такого не нашел. Вот честно. Вот. Я был в глубинке. Не в приграничной зоне. Нет. Так. Но танинов там дофига, поэтому как бы не знаю. Я его давно уже не пью, в общем-то. Ни зеленый, ни черный. Вон иван-чай у меня есть. Все. Я его пью. Вот он. И цвет, по-моему, вполне себе нормальный. И вкус замечательный. Самое главное, после большого количества этого чая, нет ощущения какого-то, знаете, кисляка, блин, во рту. Почему перестал черный чай пить? Потому что его хоть сахаром, хоть без сахара, блин, вот какой-то вот привкус, блин, какой-то кисляк вот во рту появляется. Как по-другому сказать, я не знаю. Вот. С иван-чая нет такого. Ну и замечательно. Так. Упражнения с цигуна повышают энергетику. Что еще повышает энергетику? Цигун это гимнастика, ребят, в первую очередь. Делайте советский вот этот комплекс гимнастики, где-то у меня в группе ВКонтакте выкладывался там еще сталинских времен. Ну, ничем не хуже, вот честное слово. Что повышает энергетику? Значит, физкультура и любительский спорт повышает энергетику. Вода, достаточное количество повышает энергетику. Плотность электролита, помните, да? Вот. Так что вот это вот, ну, плюс психологическая атмосфера, естественно, когда вас перестают постоянно долбать по голове, вот, дома на учебе, на работе, ну, а наоборот начинают вам рассказывать, какой замечательный, умный, прекрасный, вот, и так далее и тому подобное, ну, естественно, вы начинаете расти не только в собственных глазах, но и вообще сам над собой, да, вот, естественно, у вас повышается. Так, до какого возраста надо кормить ребенка? В смысле грудью или вообще? Если вообще, то до самой старости. Вот, да, сначала вы его, потом он вас. Если грудью, ну, хотя бы лет до 2. Хотя бы лет до 2. В принципе, это будет более-менее нормально. Там, видите, по-разному. Девочку, соответственно, можно раньше прекратить кормить, да? Вот. Мальчика лучше чуть позже. Вот. Так. Как происходит простудное заболевание от переохлаждения? Механизм в данной ситуации.
В организм не обязательно же попадает вирус. Не обязательно попадает, опять же, смотрите, значит, есть такое понятие, все-таки вот только что, да, я рассказывал, как повышается энергетика. Все-таки есть вот это вот понятие энергетики, оно есть. Понимаете, вот, скажем так, в определенные периоды, когда в результате определенных там телодвижений и так далее, эмоциональных подъемов там и прочего, и прочего, и прочего. А были у меня периоды, когда я, например, мог взять кастрюлю, ну, обычная это эмалированная кастрюля, да, с обычными ручками по бокам, вот, не изолированными. Я мог взять ее там с кипящей водой, с чем-то, значит, просто вот эти заручки, с огня спокойно снять, переставить. И никаких проблем я не испытывал, кроме дискомфорта и может быть легкой, но абсолютно терпимой боли. Понимаете? Когда низкая энергетика, будет как минимум очень больно. Вот. Когда очень низкая энергетика, вообще хрен кастрюлю поднимешь, будет очень больно. Вот эти вещи, они есть, они присутствуют, и они очень сильно влияют на различную заразу в организме. На способности организма, на как раз таки ту самую вирулентность, да, соотношение способностей организма сопротивляться инфекции, а инфекции размножаться в этих условиях. Вот эти вот все вирусы и прочая патогенка, которые присутствуют в организме, где-то там в загашниках, вот, пока у организма сил хватает, он ее дает по голове и держит в низкой численности. Но как только идет переохлаждение, сил у организма хватает, перестает на это дело хватать, эта зараза начинает интенсивно размножаться. Все. Все очень просто. Вот. Но зачастую все-таки простуда это не столько какая-то инфекция, сколько это интоксикация. То есть попытка организма почиститься от чего бы то ни было. Потому что очень характерно, что лечишься 7 дней, не лечишься неделю. Понятно, да? Вот. Собственно, все. Все очень просто. Здесь. Низкая энергетика, я на себе даже заметил. И все. Ветерок осенний, весенний, приехали, продуло, начал, зашмыгал, вылез, конечно, пролечился там и так далее, но тем не менее, высокая энергетика, да вообще по барабану, блин, есть шапка, нет шапки, какая там куртка, блин, замерз, не замерз, да вообще по барабану. Вот в чем дело, понимаете? В свое время в СССР все это дело пытались изучать. Сейчас нет, это у нас лженаука, что вы. Так. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу питания. Может ли быть аллергия от животных жиров по типу квинки, отекает губа, часть стопы? Честно говоря, я не слышал такого. Первый раз. Чтобы от животных жиров. Вот. Надо смотреть, на что там конкретно. Может быть, все-таки проблема в печени и в желчном пузыре. Что-то там есть такое, что при сбрасывании в кишечник, соответственно, попадает в кровоток и начинается вот эта вот вся байда. Поэтому надо смотреть. Животные жиры, они обычно всего-навсего провоцируют сброс желчи. Вот. Всего-навсего. Надо смотреть это хозяйство подробно. Так. Так, где оно? Так, тромбоциты, посвящевая форма трихомонад. Что происходит? Это не форма трихомонад, это шкура трихомонад.
Так, что происходит с ними при антитромботической антиагрегатной терапии бриллиантами т.д. в организме? Ну, в общем, утилизируется это все хозяйство и все. Расщепление. Так, недавно заметил такую закономерность после еды, особенно жесткой. Начинаются экстрасистолы, это длится 3 недели. Вчера и сегодня голодую, экстрасистолов нет в течение 2 дней, это из-за кишечника. Ага. Так, это лучше на консультацию. Так, Михаил Задорнов занимался йогой, ничто не спасло его. Михаил Задорнов занимался много чем. Поймите простую вещь. Его папа, да, его папа был человек достаточно умный, написал интересные вещи. Задорнов-младший, который Михаил, он всего лишь пошел по стопам папы, воспользовался, так сказать, все-таки папиным авторитетом, связями и так далее, и вылез. Это всего лишь артист разговорного жанра. Вот. И по большому счету не более чем. Вот. Все его наработки по поводу языков, то, что он рассказывал, что там английский, это исковерканный русский и так далее, это не его наработки. Это у нас наработки, да как же он, английский он преподает, да, забыл, мужик, в общем, там. Это наработки еще оттуда, значит, а это просто артист разговорного жанра, не более чем, всего-навсего. Вот. Ничего выдающегося ума там, соответственно, не было. Мало того, там присутствовала русофобия, вот, там присутствовал антисоветизм, вот, антисоветчина. Лично для меня вот эти вот вещи всегда, понимаете, это как прийти, значит, и нагадить на могилу матери. Ну ты же родился в Советском Союзе, тебя Советский Союз скормил, вырастил, человеком сделал. Ты гадишь теперь на него. Вот, все. Деньги у него, соответственно, были. Денег было до хренища, но мозгов это не заменяет. В том числе он делал себе терапию вот этими так называемыми стволовыми клетками, которые всегда гарантированно приводят к онкологии. Причем в большинстве случаев к онкологии мозга. Со всеми отсюда вытекающими последствиями. Все. Точно так же он был вегетарианцем, пытался, значит, вегетарианством, вот с этим хозяйством бороться, блин. Ну, ради бога, можно пытаться отмахаться, значит, от мошкары, там, я не знаю, роя комаров, пчел молотком. Вот. Точно так же он пытался заниматься йогой. Конечно, его не спасло. Вот. Лучше бы он перестал делать себе эти инъекции из стволовых клеток. Там курс инъекций из 3-4 несколько лет назад, ну, когда он еще был жив, стоил порядка 120-150 тысяч рублей. У человека деньги были. Так. Йога это не путь здоровья. Йога это у нас, как всегда, в России, блин, извлечение прибыли. Все, не более чем. Смотришь, блин, какие-то девочки какую-то йогу преподают, учат, блин, и так далее. Ну, смотришь, ну ни хрена ж не знает. Нет, блин, она ж преподает, учит, как жить. Надо. Так, как часто можно пить курс цитаминов? Правда ли, что при повторном применении они не работают? Значит, рассказываю. Это я сказал, что при повторном второе применение, но будет уже малоэффективно, и это будет последнее применение. Цитамины эффективны реально 2 раза. Вполне возможно, они будут эффективны 3-й раз, но должно пройти как минимум несколько лет. Вот. Эффективность второго приема цитаминов, скажем так, еще достаточно низкая через 3 года после приема первый раз. Имейте это в виду. Понятно, да? Вот. Это я вот эти все вещи рассказывал. Видимо, до вас дошло все это хозяйство в искаженном виде. Опять же, для того, чтобы цитамины были максимально эффективны, организм надо подготовить. Цитамины, это, понимаете, это
отделочные работы в строящемся коттедже или ремонтируемом коттедже. Если у вас крыша протекает, нахрен вам отделочные работы, вам надо крышу сначала делать. Если у вас поплыл фундамент и стена дала трещину, нахрен вам отделочные работы, да? Что толку вам клеить новые обои, если у вас вот эта трещина постоянно будет расширяться, если вам надо делать фундамент. Вот. Поэтому сначала надо устранить причины, которые привели к определенным проблемам. Вот, раз. И только потом, уже сделав все возможное, как вишенку на торте, использовать вот эти цитамины. Вот. Их, например, нормально сами по себе, там, после операции, к примеру. Вот. Определенные цитамины там после лучевой терапии. Ну, после лучевой там вообще мало что эффективно. Вот. И там мало вообще кто может рассчитывать на второй курс цитаминов. Вот. И так далее. Понимаете, вот в чем дело. Так что вот. Так, пьете иван-чай ферментированный? Да. Ферментированный. Так, здравствуйте, да. Все-таки курс по детоксикации начинает с первого дня дегельминтизации или лучше подключить по ходу, например, через... Так, я не понял, где у меня чат? Ядрить Мадрид. Так, куда все делось? Угу. Так, да. Курс по детоксикации начиная с первого дня дегельминтизации или лучше подключить по ходу, например, через месяц? Нет, лучше одновременно начинать, и тот, и другой рассчитаны на 3 месяца. Так, анализ выявил дефицит витамина D, живу в Сибири, лето короткое, на море бываю редко, в какой форме наиболее эффективно восполнить дефицит? Бывает ли передозировка от БАД? Так, передозировка от БАД, ну, естественно, бывает, но это надо постараться. Вот, потому что БАДы у нас все-таки денег хороших обычно стоят. В какой форме наиболее эффективно восполнять дефицит? Ну, естественно, лучше всего, скажем так, в солярии, только не под лампами. У нас солярии-то разные бывают. Например, это бывает помещение с купольным потолком из кварцевого стекла. При этом всем у вас комфортная температура и настоящее солнце. Вот. Это солярий называется. Вот. Опять же, загорать с голым торсом там или загорать в голом виде даже на сибирском солнце тоже можно. Вот. Имеет значение в том числе площадь тела, площадь поверхности тела, доступная солнечным лучам. Вот. И это, естественно, будет уже хорошо и значительно лучше, чем витамин D в таблетках. Вот. У меня жена использует Аквадетрим. Вот. Как-то так. Дело ведь не просто на море, надо именно на солнце бывать. Вот в чем дело. Так, как лечить сезонный поленоз? Это на эту самую, на консультацию лучше. Если интересуют подробности. Так, какие симптомы при токсинах от паразитов? Еще раз. У меня есть на ютубе целый курс. Я просто сижу, зачитываю учебник по паразитологии. Вот. Там по каждому глисту симптоматика и т.д. и т.п. Все проблемы с ЖКТ, аллергичные реакции, это все результат действия вот этих самых глистов.
Так. Угу, угу. Так, аллергия на цветение растений в августе. А кто сказал, что паразитов в организме нет? Как определили? Блин, офигеть. Я этот перец жру, блин, пачками. Я употребляю вот эту вот перцовую настойку постоянно. При этом вот я бы точно не стал говорить вот так вот гарантированно, вот что у меня в организме паразитов нет. При том, что свои вопросы, там проблемы я решаю очень быстро, понимаете, любые. Вот. Так, читал у вас на сайте, как обезвредить овощи с солью. Если я мою все овощи, фрукты на 2 раза с хозяйственным мылом, это эффективно или все же недостаточно? Ну, в принципе, фруктам этого будет совершенно достаточно. Вот, еще раз, если эти, как сказать, можно, конечно, с солью, можно без фанатизма с мылом, да, вот. Можно просто помыть под проточной водой, да. Дело не в том, как обработать перец. Вопрос еще в том, как это все хозяйство обрабатывается в процессе. Вот. И, соответственно, чем вы все это дело закусываете? Потому что, ну, не здесь, так, ну, захнете на улице. Вот в чем дело. Вот. Я не заморачиваюсь. Вон, груши купил, он начал грызть ее перед стримом, вот, еще не догрыз. Ну, вымыл горячей водой, да. Так, аллергия не бывает от другого. Аллергия бывает от другого. И без глистов аллергия тоже бывает, когда накапливаются определенные токсины в организме. Вот. Такое тоже бывает. Так. Поделитесь, пожалуйста, опытом. В процессе приготовления настойки кора впитала спирт, соответственно, настойки стало значительно меньше. Положить кору под пресс, спирта жаль. Ну, спирт, во-первых, надо было долить. Вот, если кора спирт впитала, надо долить. Да. Можно положить кору под пресс. Да. Можно ее пропустить через соковыжималку. В принципе, да. Ну а куда деваться? Если кора была сухая, да, так оно и будет, естественно. Поэтому я и говорю всегда, свежую кору лучше сходить в лес, нарезать, вот, потому что спирта, да, будет жаль. Можно, конечно, и так пожевать кору со спиртом, но, знаете, у алкоголиков был такой способ нажираться малым количеством водки. Вот, водка наливалась, значит, в тарелку, туда крошился черный хлеб, все это дело елось ложкой. Тарелка обычно не доедалась, а чувак падал под стол. Вот. Здесь может получиться примерно так же. Так, у ребенка после пребывания на улице около 30 минут щеки становятся бугристые, руки, если подсынут, опухают, как от укуса пчел. Что это за реакция? Так, это у нас не аллергия на холод случаем. Вот. Есть у нас такая штука, аллергия на холод, так и называется. Вот. Хотя, может быть, что воды не хватает категорически. То, что щеки бугристые, но это, в принципе, одно из проявлений диатеза. Вот. Бывает. Да. Надо смотреть подробнее. Я вам так не скажу. Надо смотреть подробнее. Так, если курица является субстратом эффективным для трихомонады, относится это к куриным яйцам. Кто сказал, что курица является субстратом для трихомонады? Там куриный бульон использовался. Понимаете, это несколько другое. Вот это не сама курица, это куриный бульон. Просто-напросто.
Вот. А куриное яйцо это не куриный бульон. И потом, там еще некоторое время. В принципе, еще раз, в современных условиях я курятину вообще не рекомендую. Яйца, да, пожалуйста. А вот курятину, потому что даже на приусадебных участках сейчас мало мест, где, ну, во всяком случае, летом еще курица питается более-менее естественной пищей. Ей курятник там, загон передвигают по лугу, и она, значит, щиплет траву. Но в любом случае ее подкармливают покупным комбикормом, который уже содержит всякую хрень. Уже изначально. Вот. Лично я курицу уже не употребляю. Либо я слишком старый, либо куры нынче совсем хреновые. Да. Чтобы вот это вот все переваривать безболезненно. Так, онкология мозга, это что вызывает? Тоже паразиты? Да, это тоже трихомоноз. Паразиты, вся онкология, трихомонадоз, еще раз. Механизм я, уже описывал, ребят, раз 300. Значит, смотрите, гельминты это у нас в первую очередь макроорганизм, который не просто вас объедает, да, он еще и старательно гадит туда же. Живут эти сволочи в первую очередь в тонком кишечнике, а именно в тонком кишечнике происходит всасывание всего этого хозяйства у вас в кровоток. В результате чего? Вы, недополучили того, что съели. Съеденным можно считать не то, что вы положили в рот и проглотили, а то, что всосалось у вас в кровоток. Соответственно, глисты вас объели, а вместо положенных аминокислот и минеральных веществ вы получили дерьмо этих самых гельминтов. Мало того, не просто вот это вот дерьмо, оно нарушило состав микрофлоры, то есть микрофлору подавляет. У вас неполноценная микрофлора кишечника, а именно микрофлора кишечника синтезирует аминокислоты, синтезирует достаточно большой перечень минеральных веществ и микроэлементов, что характерно, да, термоядерный синтез, пожалуйста. Вот, холодный ядерный синтез в кишечнике легко. И так далее. Понятно, да? Вот. Но этого всего вы не получаете. И это первая основная, самая большая дубина, которая бьет по вашему иммунитету. Все. Потому что организм это в первую очередь у нас чего? Биологическая жизнь. Цепочка химических реакций. Если реагентов недостаточно, или они не той частоты, которой надо, соответственно, реакции будут протекать чего? С нарушением, да, уже не совсем такие, какие надо на выходе. Вот. И вот эта вот цепочка, значит, нарушений, она будет увеличиваться. В результате вот этого всего хозяйства трихомонада банально получает возможность на размножение. Чем и пользуется, собственно. Как любой организм, который хоть раз там читал вот это вот классическое, плодитесь и размножайтесь. Понимаете, все со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дальше начинает работать вот этот момент вирулентности. Все на все. Так. Сейчас, секунду. Угу. Так. А трихомонада, да, это самый агрессивный микроорганизм.
самый агрессивный, и при этом она имеет самые мощные способности по перемещению по организму. Вот. Она вырабатывает такой фермент, как гиалуронидаза, в результате чего этот фермент расщепляет, как сказать, растворяет вот этот вот соединительный клей, который не дает расползтись нашему организму, вот как биомасса, как там амеба, медуза по полу, вот, под действием гравитации, понимаете? Вот. И она проходит, в результате образуется дырка, она проходит там в кровоток, например. Вот. Из сосуда ушла куда-то, в ткани, в любые, пролазит таким образом. И так далее. Так. Если из-за травмы онкология, да там примерно все то же самое. Просто пошло ослабление организма и все. Всего-навсего. Но это не из-за травмы. Это из-за трихомоноза. Еще раз. Так. Что-то я пропустил. Так, я серьезно, а вы... А вы. Как там королева-то у нас пела в Франции? А вы. Так, про березу не знала, спасибо. Ну да, в принципе, про серу я тоже серьезно. Но у китайцев, например, да, у тех же самых чукчей, якутов, у них, у чистых имеется в виду, у них проблема с усвоением серы. Вот. У чистых монголоидов проблема с усвоением серы. Вот. В результате чего они таким вот образом ферментируют. У них это так и называется, гнилое тофу. На запах, это я не знаю, это дерьмо какое-то. Я ради интереса попробовал в Китае, когда был, что это такое. Мне сказали, лучше не надо. Вот. Ну ладно, говорит, мы закажем, это деликатес, это очень дорого стоит, там туда-сюда. Мы, говорит, съедим, но чтобы ты попробовал. Вот. Все. Ну, типа, предупредили, веди себя прилично, если что, там не ори, не матерись на тему, что это говно какое-то. Вот. Я попробовал. Ребят, на запах это именно да. Вот, оно. На вкус не знаю, сравнивать не с чем. Вот, но в принципе, меня не вырвало, да. Я все это дело там кусочек сживал с каменной мордой лица, больше я есть его не стал. Да, это для них источник серы. Точно так же, как тухлые яйца. Источник серы. Точно так же, как для северных народов тухлая рыба. Источник серы, да. Потому что такую серу они не в состоянии расщеплять. У них проблемы с этим, да. Вот. Так что я серьезно совершенно. Так, на щеках у ребенка проявляется такой эффект, если ярко, если дышит ртом. На руках, если берет снег руками. Ну, если вы руки переохладите, у вас тоже будет что-то подобное. Так, стал добавлять кайенский перец молотый. То есть, вот это вот бугристость на щеках, это в принципе нормально. Еще раз, это скорее всего проявление диатеза. Когда у ребенка есть диатез, такое бывает. Просто диатез может быть слабо выраженный. И все. Вот. Так. Руки опухли. Классика, литература, опухли руки там от мороза и так далее. Так. Стал добавлять кайенский перец молотый, пол чайной ложки в кофе во время болезни. Горло сильнее покраснело. Выяснил, что у меня есть аллергия на семена, цветение, пыль и кошек. Нифига не понял. Во время приема перца выяснилось, что есть аллергия. Да. Недопонял. Так. Засушила целый острый перец. В каком количестве в день можно употреблять без вреда? Да хоть весь килограмм за раз. Это еда.
Соревнования проходят. Кто больше красного острого перца сожрет. Причем даже не каенского. А там типа хабанера. Вот. Да помощнее каенского будет в разы. Что характерно, за всю историю, значит, проведения этих соревнований было всего 2 обращения к медикам и только 1 смертельный случай. И то это все связывается не с капсаицином, а именно с обжорством. Человек просто именно обожрался. Вот. Да. Если обожраться капустой, будет запор. Так что ешьте, сколько влезет этого перца. Конечно, по вкусовым ощущениям. Так. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по ролику, что я вам присылала. Я не смотрел, честно говорю. Так, и неблагоприятное воздействие клетчатки на кишечник. Господи, ёкарный бабай. Клетчатка, еще раз. Вот растительная клетчатка, это и есть тот самый субстрат, на котором должна жить, плодиться микрофлора. Понимаете, если вот есть вот эта вот еда в стакане, да, вот, вы не сможете этим питаться. У вас, вы погибнете. Вот. Чуть позже, но погибнете. По одной простой причине. У вас микрофлоре будет не на чем гнездиться. Понимаете? Чтобы микрофлора гнездилась, ей надо, чтобы было на чем. Ей нужна именно что растительная клетчатка. Все. Это как насест для курицы, грубо говоря. Вот. Так. У супруги на груди шрамы от ожога 20-летней давности начали зудеть, причиняют дискомфорт. Что можно сделать, чтобы не беспокоили? Ну, наверное, все-таки это не просто так. Шрамы-то не зудят. Это шрамы, это что? Это у нас соединительная ткань всего-навсего. Вот. Скорее всего, там причина-то какая-то другая. Что-то там другое, какие-то у супруги, наверное, есть еще неполадки в организме-то. Вот. У меня этих шрамов на теле больше 20 штук, как-то посчитал ради интереса. Вот. Накопил на всю свою жизнь. Вот. Куча на морде, лица не видно их под усами и бородой. Вот. В том числе давно приобретенные. Ничего не чешется. Почему? Скорее всего, там не в самих шрамах дело. Там что-то есть. Надо смотреть. Надо, чтобы рассказывали. Так не скажу. Так, тыквенные семечки нужно мыть. Продают на развес очищенные. Ну, желательно, конечно, их помыть. Желательно. Так. Прыщи в огромных количествах при частом употреблении мяса. Так, на веге нет прыщей, если есть мясо. Вот знаете, я знаю звезду такую, Вега. Угу. Что еще у нас есть такая Вега, я не знаю. Это самое, радиотехника была, Вега. Да, серия техники там. Этот самый проигрыватель виниловых дисков, магнитофон, усилитель, да, еще что-то там было, тоже Вега. Вот это вот я знаю. Что еще было, я не знаю. Вот. Прыщи это всегда при неполадках в кишечнике. Всегда. Любые проблемы с кожей это проблемы с кишечником. Надо с микрофлорой, микрофлору восстанавливать. А это у нас курунга, в первую очередь. Так, сколько раз в год нужно проводить противопаразитарку, какой комплекс наиболее эффективен? Так, наверное, не противопаразитарку, наверное, все-таки дегельминтизацию. Дегельминтизацию лучше всего проводить 2 раза в год. Вот. После весны, вот. Или весной, в начале лета,
когда вот когда черемуха цветет, ребят. Черемуховый цвет изумительная штука. Изумительная штука. В лес приехал, ходишь, тут у тебя хвощ вырос, ты его, значит, ешь. Здесь у тебя, значит, елки колоситься начали, там молодые вот эти вот побеги, еловые, сосновые, там любая хвоя, ты вот этим вот хозяйством ешь. Вот, там цвет этот черемуховый, гроздь прям взял, цветы содрал, значит, сживал, съел. Главное не переборщить. С 4 гроздей черемуховых можно получить отравление легко. Так-то. Вот. Соответственно, эффект тоже дает. Замечательный. 2 недели, значит, регулярно питаться вот этими вот свежими еловыми побегами, то, что из почек их распускается. Вот. Астма проходит почему-то, на удивление. Например. Понимаете? Ну и вот это вот все хозяйство, вот это вот все в лесу, блин, 2 недели, каждый день приезжаешь, ешь, изумительно. Пожалуйста, ради бога. Потом переключаешься на то, что уже начинает расти в огороде. Крапива, сныть и так далее. Вот. Ну и, соответственно, да, вот в конце осени, с конца ноября, вот, все. Но, еще раз, в первую очередь, весь рацион питания должен быть построен таким образом, чтобы все это хозяйство вот просто-напросто гасить. Еще раз, ребят, понимаете, у нас практически вся масса глистов, она дохнет при температуре ниже 30-40 градусов. Даже яйца. Вот. Не все глисты, но в последнее время зимы такие, что почва не промерзает. Понимаете? Вот прошлую зиму специально пробовал. В феврале снег убрал, лопату взял, земля копается. Блин, хоть сейчас картошку сажай. Понимаете? Вот. Ну, естественно, вот эта вся зараза, она не вымерзает сейчас. Все, имейте в виду. Так. Так, магазинная курица, не наедались, ели часто. Ну, правильно, белок не тот. Говядины хочется часто. Да. Опять же, сейчас с говядиной проблема. Вот еще раз хожу. Значит, есть один магазин с мясом. Блин, говядину не беру, потому что это не говядина. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что это не говядина. Понимаете? Там, блин, гемоглобин у этой говядины такой, что, блин, извините, железо именно как опилки чувствуется. Вот. Варится очень долго, чтобы мягкое было, и значительно дольше установленного срока. То есть варить надо порядка 3,5 часов. Мякоть. Мякоть. Ребят, на гуляш, мякоть. Есть другой магазин. Там, да. Там реально, значит, телятина, говядина. Вот. Варится как положено, в установленные сроки, соответствующий запах дает, вкус и так далее. Вот. Изумительно. Изумительно. Со свининой, блин, тоже проблемы. В одном месте, значит, свинина какая-то, я не знаю, то ли вымоченная, то ли еще что-то. Но это... Там даже запаха мяса нет, понимаете? Вот. Пытался просто с закрытыми глазами, нюх очень хороший. Особенно после того, как курить бросил, блин. В общественном транспорте летом крайне сложно. Мясом не пахнет вообще. А в другом магазине эта свинина вонючая, блин. То есть там, судя по всему, этого свина не кастрировали, с которого вот это вот мясо взяли. Поэтому оно воняет. Что, блин, делать с этим мясом? Где его брать? Не знаю. Посмотрел недавно тут ролик один. Вот. Человек из Новосибирска. Ёкарный бабай. У него, блин, говядина в магазине стоит, как у меня свинина. Ага. Вот.
Свинина сколько? 280. У меня свинина 350. Вот так вот. У него говядина столько стоит. Так. Как спасти печень при большом употреблении метронидозола? Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг, значит в морг. Вот. Еще раз. Метронидозол печени не вредит. Печени вредит в первую очередь большое количество тех токсинов, которые образуются после того, как куча патогенки дохнет от метронидозола. Вот тогда начинает печень очень много сбрасывать токсинов, и вот там начинается. Понятно, да? Вот. Но, естественно, чтобы пропускная способность у этого фильтра была нормальной, его надо почистить перед тем, как. Все. Если следовать моим курсам, то там все это дело прописано очень подробно. Все, что требуется для поддержания печени, все, что надо делать перед этим, все, что надо делать после этого и так далее. Там все это есть. Вот. А если вы где-то это на стороне, ну, Буратино, ты сам себе враг, что называется. Так. Да, здравствуйте. Товарищ заразился остеомиелитом в больнице во время операции. Не заразился, заразили. Говорите правильно, по-русски. Так, во время операции на связках, на ключице смотрели, что делать на вашем сайте. Совет обратиться к врачу. Нифига не понял. Так, он заразился. Его заразили. Смотрели, что делать на моем сайте. Совет обратиться к врачу. Ну, во-первых, да. Во-первых, вот это вот все хозяйство надо выскабливать. Вот это вот хозяйство с кости надо удалять. С частью кости. Чтобы этой заразы там не осталось. Вот. Потому что если печень лечить достаточно просто, вот, то кость очень плохо. Почему? Потому что печень максимально насыщена кровеносными сосудами и кровью, да, как губка с кровью. Вот. А именно кровь у нас несет все агенты, которые, собственно, поддерживают иммунитет, да, то кость имеет что? Очень мало сосудов. Понимаете? Вот. Там это все надо выскабливать. А вот уже потом уже можно что-то будет сделать. Так, бывает ли отложение солей одностороннее в одной стопе? Боль в одной стопе постоянно. Ну вот вряд ли, что это отложение солей. Это не отложение солей. Это скорее всего неправильно подобранная обувь. У людей часто бывает разница между ногами примерно в полразмера. Вот. Это считается у нас слишком много, поэтому обувь выпускается с разницей в целый размер. Спортивная обувь идет с разницей в полразмера, что характерно. В результате вы подбираете обувь для одной ноги, и эта обувь заточена, скажем так, сгибаться, да, вот вся кинематика обуви и ее форма заточена под, получается, одну стопу, ей комфортно. А другая стопа всю жизнь работает в некомфортных условиях со всеми отсюда вытекающими проблемами. Понятно, да? Поэтому обувь подбирайте под левую ногу в размер и под правую в ногу тоже в размер. Самый простой выход – шить на заказ. Просто-напросто. Так. Так, тебе предлагают операцию, боязно, жить-то хочется. Ну, естественно, хочется, я же сказал, выскабливать это все хозяйство, а потом уже что-то можно будет сделать. Вот.
Метод лечения, в принципе, есть, но, извините, я все равно не буду, резать ткани, добираться до кости, все это дело скоблить, чтобы потом залить там ферраном, например, и так далее. А лить ферран в рот, да будет не сильно эффективно в этом случае. Понимаете, это именно операция. Так. Ну да, штукатурка, вега и так далее. Так. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сколько времени нужно пить ним при дегельминтизации? Достаточно ли 1 месяц? Значит, ним, аюрведический препарат, там срок употребления, вообще-то по ниму, от полугода. От полугода. Максимального срока употребления нет в принципе, потому что это аюрведический препарат. Индусы, ну у них этот ним, правда, растет точно так же, как у нас тополь или клен везде. Они его жрут в разных видах постоянно. Используют в разных видах постоянно. Понятно, да? Вот. Также месяца недостаточно. Так, что думаете про похудение с помощью коктейлей от Herbalife? Не вредно ли это? Значит, смотрите, про похудение. Пока я начинаю склоняться к мысли, что вот эти все вещи, нарастание веса и так далее, это в первую очередь завязано все на сахар. Соответственно, на неправильную работу датчиков, которые определяют уровень сахара в крови. Неправильная работа датчиков обусловлена наличием паразитов в 12-перстной кишке. Собственно, все. Вот. Ну, будем посмотреть на меня. После того, как я бросил курить и потерял один из факторов влияния на гельминтов, вот, я заполучил, скажем так, повышенный сахар через некоторое время. При этом он как бы был в норме, нельзя сказать было, что это был диабет, но тем не менее сахар был повышенный, мне это категорически не нравилось. Поэтому пришлось почесать репу, вот, немножко поэкспериментировать, как всегда, на себе. И в результате я уже говорил о том, что вопрос с сахаром решаемый. Вот. Не совсем так, как народу хочется, но тем не менее он решаемый. На сегодняшний день я начинаю наблюдать, так как тогда у меня, после того, как я бросил курить, у меня вес вырос. Вот. Вырос достаточно хорошо, примерно с 96 килограмм, там 90-95. У меня все это хозяйство выросло до 110. Вот. Сейчас просто 100. То есть потихонечку, но вес начал уходить. Ничего специально особенного для вот этого вот всего я не делаю. Но в том числе я не жру тортов, да. Но в том числе положить, например, вот в этот чай там пару кусочков тростникового сахара я себе позволяю. Вот. Таким образом. Понятно, да? Собственно, как-то так. Поэтому, опять же, мне сейчас нужны подопытные кролики, на которых я буду ставить эксперименты, так же, как на себе. Вот, и смотреть, что с ними будет происходить. Естественно, это будет не мгновенно. Вот, но. Так, а вот про коктейли Herbalife не знаю. Честное слово, не знаю. Не изучал. Опять же, скорее всего, после коктейлей, даже если они помогут, как только вы перестанете их пить, все это хозяйство попрет обратно. Так. Красные точки на теле, похожие на родинки. Так, только цвет ярко-красный. И что? Паразитоз? Да, паразитоз. Надо лечить. Глистов. Скажите, говорит, уважаемый, чем вы лечите мандавошек? Ничем, они у меня здоровые.
Да, точно так же с глистами. Так. Бегать за курунгой не надо, она продается в интернете. Сайт, по-моему, так и называется, kurunga.ru, собственно. Так, маммография ужасная процедура. Да, абсолютно согласен. Вот. Так, подскажите, можно ли гранат с косточками есть? Блин, врачи гипнотизируют, как будто отправляя на маммографию. Не знаю. Меня даже не пытаются почему-то. У меня вроде и грудь есть, но не отправляют. Негодяи. Пожаловаться, что ли, на них? Так, подскажите, можно ли гранат с косточками есть? Да ради бога, пожалуйста. Полезно ли так будет? Во всяком случае, плохого точно ничего не будет. А уж если вы будете эти косточки разжевывать в большинстве своем, то будет совсем замечательно. Вот. Так, вреден ли КГЦЛ для мужчин? Так, КГЦЛ. Ой, знаете, я посмотрю, что такое КГЦЛ. Все, вспомнил КГЦЛ. Блин, тогда. Ну так, ребят, еще раз, понимаете, да, он использовался в качестве противозачаточного именно для мужчин, но практика применения показала, что 20% мужчин после приема этой хренотени остаются стерильными навсегда. Делайте выводы, господа, делайте выводы. Не, ну если, конечно, скажем так, у вас уже возраст, вы уже не предполагаете иметь детей, ну, ради бога. Вот. Но, блин, знаете, на всякий случай, а случаи бывают всякие, лучше бы иметь эту способность к оплодотворению-то. Да. Ну, мало ли что бывает в жизни-то. Вот. Сегодня жена вам рада, а завтра, блин, бамс, и вы ей уже не рады. И все. Так, чем лучше разжижать кровь? Водой? Чем еще? Кровь это у нас и есть вода. Вот. Так. Дальше. Есть информация, что пальмовое масло добавляют во всю, без исключения, молочку, творог и масло. Покупают дорогие марки масла, сыра. Неужели везде пальма без исключения? Ну, вот есть такой, как это сказать, блогер, да, в живом журнале, на Яндексе, там, Дзене, Буркина Нью или Буркина Фасо. Вот. Вот он просто берет статистические данные сайта, вот, нашего официального. Вот. Сколько у нас существует поголовье крупного рогатого скота? И сколько у нас, например, производится молочной продукции, да? И получаются что-то вообще астрономические суммы. Сколько у нас коровы, блин, молока-то дают. Аж с ума сойти. При этом всем тут же даются цифры на тему, сколько нам завозится вот этого пальмового масла. И становится все понятно, да. Сколько, чего и как. Значит, сейчас в магазинах должны, скажем так, разделять полки с продуктами, молочными продуктами. Там, где, значит, одни полки для молочки, содержащей пальмовое масло. Вот, другие полки для продукции, которая не содержит пальмовое масло. То есть там так и написано, продукт не содержит заменителей молочного жира. Или там без заменителей молочного жира. Понятно, да? Вот. И это все не всегда самое дорогое. Не всегда. Вот. А то, что да, вот это вот пальмовое добавляется по полной программе, это факт. Так, сушка волос феном вредит? Знаете, был у меня период, у меня была вот такая вот шевелюра, ребят. Вот. Я пытался все это хозяйство отращивать, чтобы, блин,
у меня, чтобы сделать хвост, как у Стивена Сигала. Ничего не получилось. Получилась львиная грива всего-навсего. Вот. И тогда мне, чтобы все это дело просушить после мытья, приходилось пользоваться феном. Что там, лысина есть, нет? Есть лысина, нет? Вот. Здесь строго индивидуально. Но то, что волосы в конечном итоге становятся жирнее, это факт от использования фена. Соответственно, мыть вы их будете тоже чаще. Вот. Я сейчас дошел до того, что мыло для того, чтобы мне помыться, мне требуется примерно раз месяца в 3. Вот. Все. Для того, чтобы помыть голову, раз в 10 дней мыло требуется. Вот. А то и раз в 2 недели. То есть душ без мыла, без шампуня, без нифига. Все нормально. Так. 100 минут. Круто. Да. Так. 1:40. Добрый вечер. Спасибо вам за ваш канал. Недавно наткнулся, узнал много нового. Удачи вам, здоровья, процветания. Спасибо большое. Спасибо. Вот, да. Но как говорил, один старый мудрый еврей из Одессы, маленький доллар лучше большого спасибо. Вот. Если что. Так. Но не считайте это вымогательством, да. Бараний жир можно как-то использовать? Как он влияет на организм? Кому нельзя? Так, в первую очередь используется, насколько я знаю, курдючный жир. Вот, курдючное сало. Ради бога, да, используется. А так, чтобы бараний жир отдельно, честно говоря, первый раз слышу. Вот, просто баранина жарится и все там. Или тушится вместе с этим всем хозяйством. Вот. Опять же, если баран старый, то это зараза, когда застывает, ой, неприятно становится. Тугоплавкий он. Вот. Так что здесь привычка должна быть определенная. Либо барашек должен быть молодой, да. А еще лучше быть точно уверенным, что это был баран. Вот. Все понимаю, какое же тогда масло покупать. Разделять-то должны, но не верю я им. Понятно, замкнутый круг. В принципе, да. В принципе, да. Вот. У меня уже как-то, я не знаю, видимо, в результате определенных возрастных каких-то вещей, что ли, как только мне попадается молочка с, как сказать, вот с этой вот заразой, где там или слишком много и содержится вот это вот, у меня банально изжога начинается. Все, организм не переваривает, отказывается. Поэтому я этого производителя просто-напросто сразу вычеркиваю к чертовой бабушке, и все. Вот. Но мне проще, да. Мне проще. Жарю я на оливковом сейчас, потому что вместо подсолнечного тоже, я не знаю, какая-то хрень техническая пошла, Вот. На оливковом нормально получается. Так, есть ли способ проверить творог на пальму? Где-то ролик даже по сети ходит, значит, там съемка скрытой камерой. Приходят к чуваку, он, значит, предлагает поставки пальмового масла. Ему говорят, а куда мы это все хозяйство денем? Тот говорит, мы вам дадим технологию, оборудование, будете производить. И он начинает перечислять. Ему говорят, как, это же люди определят. Тот говорит, нет. Достает, значит, продукты, вот, пожалуйста, вот пробуйте.
Все, говорит, сертификаты мы вам будем давать, что это у вас натуральная молочка. Все. Творог, блин. Вот когда берете, например, молоко, да, берете хлористый кальций в аптеке, вот, и, соответственно, делаете творог в домашних условиях, вот тогда вы можете быть уверены, что это творог. Но когда я иду в магазин и мне вдруг начинают впаривать какой-то крупнозерновой творог, мог вашу ять, как будто я не видел, что такое творог, как это все хозяйство створаживается, как это все получается. А мне начинают рассказывать про какие-то зерна. Какие в задницу зерна? Там хлопья. Мягкие. Это все через марлю надо процедить. Не один слой, блин. Какие зерна, блин? Тем более твердые, блин. Вот. Понимаете? Но я еще застал такую вещь, как молочные кухни. Я еще ходил для своей сестры, у нас разница там 10,5 лет. Я еще ходил на молочную кухню, значит, там за кефиром, там творожками для нее и так далее. Поэтому я и видел, как это хозяйство готовило, и как, значит, мать у меня все это хозяйство готовила, вот, и так далее. Поэтому я имею представление. Нынешний народ, видимо, нет. Так. Про мясо можно договориться с частниками на базаре. Наверное, да. На темнопольный соберем. А что-то не собирается, ни хрена, никто не скидывается. Там немножко пришло, и на этом все успокоилось. Вот. Как-то все время выступать там, тем более с лозунгами, типа давайте скинемся и так далее. Ну, не знаю, я как-то не так воспитан. Вот. Пришел подарок, замечательно, значит отложили. Не пришел, ну, значит нет. Так. Рак, кроме трихомонада, что еще возникает? Больше ни от чего не возникает. Больше ни от чего рак не возникает. Еще раз. Все. Трихомоноз. Все просто. Так. Для очистки сосудов чесночно-перцовую настойку пить раз в день или утром, в обед и вечером. У меня в рецепте, если что, это хозяйство написано подробно, чего, как там делать, когда пить. Где вы брали настойку? Рецепт этой настойки. Там спрашивайте. У меня, в конце концов, если рецепт купил какой-то, человек имеет право на бесплатную консультацию, если у него есть вопросы по применению этого рецепта. И тогда я четко понимаю, знаю, этот человек у меня покупал или нет. Так. На каких производителей молока у вас изжога? Периодически, например, на Зеленое Село. Но это наш местный производитель. У нас вот те, которые там в Москве, Московской области, это в принципе не покупаю. Так. Повышен ТТГ это щитовидка, да. Так, будет ли полезно есть, пить, добавлять в хлеб коровье сено? А зачем? Ну, в конце концов, кто вам мешает набрать нормальных трав? Ну, хотя бы лекарственных. Вот. Та же самая сныть, например, может быть заготовлена точно так же, как капуста квашением или солением. Тот же, например, хвощ по весне, пока он еще нежный, съедобный, пока он не стал деревянный, точно так же собирается и квасится, как капуста, например. Вот. Получается достаточно интересная штука. Зачем же сено-то коровье? Когда уж совсем, блин, есть нечего, ну тогда, блин, можно и сено распарить, конечно. Ребят, ну, блин. Лебеду раньше в хлеб добавляли. Есть, когда нечего было.
Не, ну давайте уж вот так вот, не то самое. Так, фурацилин в таблетках, трихомоноз. Нет. Противотрихомонадный препарат метронидозол называется. Так, что у нас там? Ух ты, 2 часа. Офигеть. 2 часа. Так, в 8 начали. Сейчас уже 10 у меня. Ну, по-моему, 8, сейчас 10. Фух. Так, в принципе, норму отработал. С чистой совестью можно идти, собственно, и баньки. Так, Брайан Джонс. Давай быстрее вопросы. Вот, отвечу. И все дружно разойдемся, значит, водку пьянствовать и беспорядки нарушать. Для чего собирают рога оленей? Может, из них делают пантокрин? Собственно, хорошее средство от импотенции, говорят. Вот. Да. Хотя, говорят, лучшее средство от импотенции — это пантокрин из собственных рогов. Щитовидка на трихомонаду сильно влияет? Это трихомонада на щитовидку сильно влияет. Вот эти вот все узелки, когда образуются, вот это и есть фактически либо микроколония трихомонады, вот, либо гнойничок такой. То есть организм локализовал это место, вот, и купировал. И теперь сдерживает. Но обычно, если появляется один узелок, появляются и другие, если ничего не делать. Понятно, да? Так. Так, с 5 этажа на 11, не знаю, даже не могу сказать. Разница атмосферного давления слишком незначительная получается. Сколько сладкого можно в неделю? Кто ж я такой, чтобы вас в чем-то ограничивать? Вы попробуйте, потом всем расскажете, после какой дозы у вас склеилось. Так, надо ли разбавлять сульфат натрия, который в ампулах для внутривенного, внутримышечного применения? Это смотря для каких случаев. И все вопросы, пожалуйста, к процедурной медсестре. Угу. Медсестре. Угу. Вот. Так. Ладно, я понял. В принципе, все. Стрим заканчиваем. Вот. А то у нас сейчас плавненько мой канал из канала про здоровье переползет в юмористический, сатирический. Вот. И так далее. Фух. Спасибо всем, что пришли. Так, про катушки Мишина уже говорил. Чушь, хрень, бред, ересь не работает. Так, на сайте информация у меня есть. Да. Вот. Щитовидка кровь не чистит. Чистит. Нет, только дело в том, что кровь чистят почки и печень. Вот это фильтра. А щитовидка кровь обеззараживает тем самым йодом. Понятно, да? Но
йод на трихомонаду вот в таких вот количествах не действует. Йод там действует, но только при наличии достаточного количества раз и плюс при наличии достаточного количества селена 2. Понятно, да? Но если вы к глистам еще подхватили золотистый стафилококк, то, скорее всего, и это вам от трихомоноза не поможет. Понятно, да? Собственно, вот таким вот образом. Так, секреты разработать. Секретов нет, надо просто брать и действительно разрабатывать. Вот. Посоветуйте нормального современного сатирика, живого. Зощенко. Вот сатирик. Честное слово. Вот. Надо ли давать йод кошкам? Лучше горчицу ей давайте. Ай. Я ж не ветеринар. Что вы меня такие вопросы спрашиваете? Вот. Ладно, я понял. Всем спасибо, что пришли. В следующую субботу... Что у нас будет в следующую субботу? Кстати говоря, в следующую субботу это что это у нас будет? Какое число? Так, 21. Еще 21. Еще 21. И, наверное, даже стрим будет, скорее всего. И, наверное, даже он будет 28-го. Вот. Так что жду всех в следующую субботу. Вот. Жду всех в следующую субботу. Так, еду мимо Ижевска, могу завести темнопольный, поиграться на 2-3 недели. Не, поиграться, блин, не дай боже, еще сломаю. Я уж лучше свое, блин, как-нибудь. Вон, один стоит, уже хорошо. Вот. Ферран, где Ферран? Ну, Ферран пришел мне, новый. Вот. В принципе, как раз тестировал, сидел на себе. Вот, и на добровольцах. Это пока 157-й Ферран. Вот. Обещают прислать еще Ферран концентрат. Соответственно, будем посмотреть, что это у нас, как это все хозяйство. Все это дело у меня пишется, соответственно. И в конечном итоге потом выложу нормальное полноценное видео. Вот, где будет видно, что вот кровь такая до Феррана, а вот кровь вот такая вот после, соответственно, Феррана. Чтобы было видно, как это все хозяйство работает наглядно. Понятно, да? Если что, ребят, пользуйтесь моментом. У феррановцев сейчас на сайте ferran.rf идут скидки. Значит, на Ферран концентрат скидки, блин, 25 тысяч. Имейте в виду. Вот. Поэтому, если кому-то надо, то пользуйтесь, собственно, моментом. У них там все это хозяйство на сайте написано. Вот. У них все это хозяйство написано. Так, отказался совсем от сахара. Сушеные фрукты, пожалуйста, ради бога, сколько угодно. А вот стевию лучше не нужно. Да, и это правильно, сахар лучше ксилита. Дешеветь Ферран будет? С чего бы вдруг? Блин, все дорожает, и Ферран будет дешеветь? Скорее всего, нет, ребят. Скорее всего, нет. Вот. Срока годности у Феррана нет. Срока годности у Феррана нету. До тех пор, пока все это хозяйство герметично, соответственно, спиртовая часть не выдохлась, он будет годен и пригоден. Естественно, хранить в темном месте. Вот. Таким вот образом. Да.
С учеными работаете? Ну, с феррановцами, да, как минимум, вот работаю. То есть, вот это вот они прислали, я, соответственно, все это хозяйство тестирую. Потому что с прежним их ферраном работал, вот, соответственно, сейчас вот это дело испытываю. Опять же, в первую очередь на себе, а на ком еще? Ну, да, плюс добровольцы, соответственно. Вот, что они мне еще прислали? Сейчас. Они мне прислали еще вот такую вот, так, ИГД, ферран крем они мне еще прислали. Вот. Блин, как в том анекдоте опять. Нет, сейчас я его, наверное, не покажу. Я его вам сейчас не покажу. Куда-то я его положил. Вот он. Значит, все-таки покажу. Так. Фернол, то есть крем с ферраном, тоже буду тестировать. Вот, крем регенерирующий, используется при повреждениях кожи. Особенно хорош как раз таки при химических ожогах. Вот. Очень хорош, опять же, дамам, например. Вот. Да, упаковочка не сильно большая, зато все это дело компенсируется эффективностью. Ну, во всяком случае, так они говорят. Буду использовать, пробовать все это хозяйство сам. Вот, мне правда. Я не знаю, куда на рожу мазать, блин, чтобы морщин не было. Вот, и так, говорят, помолодел, блин. Да. Угу. Ладно, придумаем что-нибудь. Жене отдам, пущай мажет. В конце концов. Вот. В практике кто? Ферран сколько лет в практике? Сейчас скажу. Примерно с 2006 года. Вот. Так, по стоимости крема это вот сайт ferran.rf русскими буквами. Вот. В первую очередь. Это туда, к ним. Там либо ценник будет написан, либо, соответственно, звоните или пишите. Телефоны есть, электронная почта есть. Вот. Все у них там есть. И так далее. Как-то так, ребят. Как-то так. Ну, блин. Теперь уж, наверное, точно, блин. Всем пока. Спасибо, что пришли. До следующих встреч. Завершить.